сегодня мы выяснили, что можно по почерку понять вообще и характер человека, собственно говоря. Ну а также хотелось бы узнать, а есть ли почерк у сурдопереводчика? И у нас в студии очень интересный гость. Это не сурдопереводчик, но человек, который умеет и знает. Это актриса драматического театра «Омнибус» из города Златоуста. Приехала с утра в 25-градусный мороз. Виктория Фролова. Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Здравствуйте. Куда смотреть? Смотрите на нас. Хорошо. Виктория, спасибо вам огромное, что вы приехали из Златоуста. Это прям очень радует. И, конечно же, мне кажется, да, с самого утра это прям бодрит именно очень нас. бодрит. Погода у вас, скажите, У нас похолоднее или холодно. нет? Холодно. 25 метров в секунду. Ветер Еще и и минус ветер? 25. Ну что, Как я хорошо. предлагаю все-таки чуть-чуть посмотреть видео. У нас есть видео с вами. Чтобы удовольствием. все понимали, о чем мы говорим все-таки, да? С удовольствием. Давайте. Вот сейчас будет вот здесь. Виктория, это вы. Я теряю тебя в этой мутной толпе. Я теряю тебя по крупицам, по клеткам, с каждым мигом пронесшимся на высоте. Теплота уступает паутинам и сеткам. Я теряю тебя, мне тебя не найти. Я теряю тебя постепенно, построчно, по-простому, как Золушка без 10. И по-сложному, как фортепиано настройщик. Я теряю тебя, словно звук, словно вкус. Забываю записывать, поздно забыто. Я теряю казах, я теряю тунгус, я теряю альцгеймер. Убита, убита. Моя память убита, и ты вместе с ней. Умирай, умирай, не проси подаяний. Я теряю людей, я теряю людей, я теряю наследников, имя теряю. Виктория. Я прям погрузилась в тот день. Что это Когда было это вообще? Что было? это за эксперимент? И как все это получилось, организовалось? Началось с того, что Николай Валяев, наш фотограф, предложил мне, сказал, есть такой клип «Be My Valentine», по-моему, там Джонни Депп. и Да, вот да. Кира Найтли, или я их все время путаю. Кира Найтли, В общем, точно. они это поют «Be My Valentine», я думаю, боже, как это здорово, и мы долго-долго искали песню, и потом вдруг как-то, я уже, если честно, не помню, кто ее предложил, вот, Именно отдавай. Светлана Сурганова, да? Я говорю, отдавай. Мы позвали Елену Ширяеву, нам Майя Авдошина посоветовала, в общем, как-то вот таким содружеством мы решили ее сделать, эту Ну, песню. то есть вы вообще языком не владеете? Нет, абсолютно, но у меня всегда была мечта, потому что мой дедушка, у него были друзья, которые вот знают этот язык жестов, у меня мой муж знает этот язык жестов. У меня двоюродный брат, просто тоже, вот, к сожалению, так получилось, что он не слышит. Слушайте, к сожалению, нет, я не знаю, потому что эти люди удивительно эмоциональные. Вы когда-нибудь видели, как они разговаривают? Я Как всегда они с орут друг на открытым друга. ртом смотрю, потому что столько эмоций. Это вот вроде тишина, ощущение такое, что они все время что-то громко говорят. Я А просто вы- имею в виду, что вот я смотрела вчера этот клип, и я понимаю, мне кажется, что вы прям владеете этим языком, Слушайте, насколько у меня вы мечта, четко это я все вот здесь делаете. перебью, театр тишины организовать, понимаете, вот эти спектакли делать для людей, которые разговаривают только руками, мне кажется, там такие эмоции, там все живое, там невозможно обмануть. А вы специально у какого-то человека... Елена одного- Ширяева, Елена да, Ширяева, она она сурдопереводчик, Она именно она, да? сурдопереводчик, да. И вот она как раз сказала по поводу того, что нужно делать все жесты четко, Да. потому что
если И их делать проговаривать их. размазанно как-то, то может другой смысл просто возникнуть. Естественно. Серьезно? Да. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, сколько раз вы плакали за этот эксперимент? Слушайте, я Потому плачу что до сих это пор. невозможно, да, мне кажется. Я когда смотреть вижу, без я слез. все честно вам скажу, чтобы, ну, я понимаю, утро нельзя это все, но я посвятила этот клип своему дедушке, которого я потеряла, и теперь, смотря туда, я погружаюсь каждый раз в это. А вот вы общались хорошо. со специалистом, Утро. есть ли какой-то вот индивидуальные оттенки у думаю, что, у почерка? Мы То есть мы сегодня про когда почерк пишем, разговаривали. Да, я знаю. Да, и у них, Я в курсе. вот у сурдопереводчиков или у людей, которые ну, не слышат, а говорят вот на этом языке, Да. у них есть у каждого свои особенности, то есть почерк у этого Оттенки языка какие-то тоже есть. существуют? Я думаю, да, у нас же есть интонация, а это для них, наверное, тембр Ну, голоса. да. Конечно. Один кто-то может так сделать, а кто-то так. Это же тоже эмоция. Кто-то может так показать, а кто-то ласка. Мгм. Мгм. Вы чего-то нового почерпнули из этого опыта? Конечно, глубину. Эксперимента. Глубину, вот эту глубину тишины, когда ты не можешь сказать, потому что мы же можем крикнуть, сказать тише, громче, как-то вот владея голосом, а здесь только глаза и только жесты. И вот после этого мне и возникло такое желание сделать Создать. вот это что-то, потому что, мне кажется, это будет незабываемо для Здорово. всех. Мне кажется, да, вы действительно поняли, наверное, что не только в словах есть правда, да? Да. Это хорошо, это здорово. Спасибо вам огромное Вам за то, что спасибо. вы приехали. Напомню еще раз, из Златоуста. Между прочим, к нам приехал человек. А также хотелось бы сказать, что Светлана Сурганова даже опубликовала Да. И они вашу просят пробу, еще, я эксперимент. вам открою секрет. Да? Да, фанаты Сургановой пишут, Почему вы говорят, заставляете скорее, ждать скорее. тогда? Почему? Все будет. Все будет обязательно. Виктория Фролова Да. пообещала, актриса драматического театра «Омнибус», приехавшая к нам из Златоуста. Спасибо Да. вам большое. Великолепный клип. Да. Спасибо.